Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. И в сегодняшнем мастер-классе мы будем вязать с вами вот такую улиточку-малышку. По этой же схеме можно связать из плюшевой пряжи уже улиточку побольше, без каких-то изменений. Все точно так же, как мы будем вязать сейчас из полухлопка, из плюша. Вот она получается в таком размере. Итак, что нам для нее понадобится? Я вообще на улиточек связываю остатки. На панцирь, я знаю, уходит около 11 грамм пряжи. Тело мы сейчас свяжем. У меня вот моточек здесь, по-моему, 13 грамм. Сейчас я скажу. Да, 13 грамм. Я думаю, их хватит на тело улиточки. Ну, посмотрим. В процессе вязания уже, когда довяжем, я вам скажу в конце видео, сколько осталось или сколько пришлось добавить ниточки на тело. Пока 13 грамм. Значит, понадобятся нам глазки 8 миллиметров на безопасном креплении. Какая-то тоненькая черная ниточка для бровок и глазок, и ротика для оформления. Ну, чуть-чуть белый и чуть-чуть розовый. Все. В принципе, холофайбер, иголка и крючок. У меня 1,5 миллиметра. Я вяжу джинс на 1,5 миллиметра. Вы берете крючок, каким вы вяжете пряжу джинс. Так, сейчас немножко. Где мои ножнички маленькие? Не знаю. Так. Начинаем вязание с головы. Первый ряд набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая, вторая, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая, шестая. Так, я вот это лишнее беру. Дальше третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая прибавка. 18 петелек у нас в работе. 18 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз. Раз, два. Первая прибавка. 2, вторая. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два. Шестая. Четвертый ряд связали. У нас получается в конце ряда 24 столбика без накида.
У нас уже осень наступила, такая осень-осень, прям похолодало. И сейчас такая прям ураган, буря, ветер сильнейший. Я сижу, смотрю в окно, думаю, как бы деревья не повалило. Очень страшно. Так, вяжем 5-й ряд, 3 столбика прибавка, столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Да что ж это такое? 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая. 1, 2, 3. Пятая. 1, 2, 3. Шестая. Так, 5-й ряд связали. У нас в конце ряда получается в работе 30 столбиков без накида. Дальше вяжем с вами 6-й ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. Прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4. Вторая. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 6-й ряд. Теперь нам нужно 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. 4 ряда провязать без изменений по 36 столбиков без накида. Сделайте это самостоятельно. Так, провязали самостоятельно 7-й, 10-й ряд 36 столбиков без накида. 4 ряда. Вяжем 11-й ряд. 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Теперь у нас получается в ряду 42 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать 3 ряда. Это 12, 13 и 14 по 42 столбика без накида, без изменений. Тоже провяжите их самостоятельно. Итак, провязали 12-14 ряд, 3 ряда по 42 столбика без накида, без изменений. Вяжем 15 ряд, 6 убавок. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 30 столбиков без накида до конца ряда. Раз, два, три, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Дальше 16 ряд вяжем 2 столбика без накида. Раз, два, убавка. 4 столбика без накида, 1 убавка, 5 раз. Раз, два, 3, 4. Первая убавка. Раз, два, 3, 4. Вторая. Раз, два, 3, 4. Третья. 3, 4. Четвертая. 2, 3, 4. Пятая убавка. И до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. Так, 17 ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, 3. Первая убавка. Раз, два, 3. Вторая. Вторая. Раз, два, 3. Третья. Раз, два, 3. Четвертая. Раз, два, 3. Пятая. Раз, два, 3. Шестая убавка. Так, все, с головой мы закончили. Дальше у нас пойдет тело. Сейчас мы ее немножко набьем и вставим глазки. Глазки мы будем вставлять между 7 и 10, между 9 и 10 рядом, где мы вязали 36 столбиков, 4 ряда, над 6 прибавками. И между глазками у нас будет 5 петелек. Вот я чуть-чуть набила голову. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5. Так, чуть-чуть сюда. Вот наши 6 прибавок. Просто надо чуть получше набить, чтобы их видно было. Вот наши 6 прибавочек. И вставляем глазки между 9 и 10 рядом, между глазками 5 столбиков без накида. Потом просто глазки вставим и хорошо набьем голову.
Давайте самостоятельно, потому что тут под камерой. Сейчас еще зажигалочку зажигать. Я всегда подпаливаю, фиксирую. Ну вот. Сейчас я их зафиксирую и хорошенько набью голову. Так, все, глазки я, смотрите, зафиксировала. Голову пока не набила. Давайте, сейчас у нас будет тело. Нам нужно будет связать. У нас в работе осталось 24 столбика без накида. Сейчас нам нужно будет связать тело 25 рядов по 24 столбика без накида, без изменений. Провяжите пару рядочков, наверное, рядочков 5 я провяжу, потом набью хорошенько голову, вернусь к вам, мы с вами сделаем утяжки и, наверное, сразу оформим мордочку. Вот. И потом довяжем уже оставшиеся 20 рядочков. 5 рядочков провяжите по 24 столбика без накида и набейте хорошо голову. Итак, смотрите, провязала я 5 рядочков, набила хорошо голову, приготовила тут уже иголочку с тоненькой черной ниточкой, иголочку с розовой для щечек, с белой и иголочку в цвет нашей головы и тела. Берем эту иголочку, делаем небольшие утяжки. Совсем чуть-чуть, не сюда, чуть подальше. Стараемся максимально возле глазика выводить. И во вторую сторону. Я так под глазик чуть-чуть просовываю ниточку, обрезаю и завязываю буквально чуть-чуть, небольшую утяжечку. На несколько узелочков. Обрезаем. Со вторым глазиком делаем то же самое. Максимально близко к глазу стараемся. Ой, не знаю, слышно вам, не слышно, но у нас прям шторм. Нам еще сегодня на день рождения ехать вечером с детьми на детский. Ну, не знаю. Конечно, какой-то апокалипсис. Тоже затягиваем, смотрим, чтобы глазки были утянуты одинаково. Завязываем на несколько узелочков. Так. Все, берем белую ниточку. Делаем белочки. Один. И второй. Так. Сделали. Тут уже ничего не затягиваем, просто завязываем на узелочек. Так.
Сделали белочки. Дальше берем нашу тоненькую черную ниточку. Я использую ирис, 100% хлопок. Такую. И делаем уже наши стрелочки, реснички. Тоже стараемся максимально возле глазок входить. Так, одна, раз, два, вторая. Выходим сразу на бровки. Повыше чуть-чуть. Оп, сюда. На бровки. Так. Угу. Вы можете помечать себе булавочками. И выходим на ротик. Тут немножко, смотрите, хорошо набивайте носик этот. Смотрим, где у нас будет улыбочка. Так, видно там. Сюда. Чуть-чуть пошире сделаю. На одну петельку. Оп. Сюда, сюда. И выходим посерединке внизу над улыбочкой. Так. Захватываем эту ниточку и в то же отверстие, в которое вышли, заходим и уже выходим сюда. У нас получается такая, оп, улыбочка. Тоже завязываем, не затягиваем, просто завязываем узелок. Обрезаем. Так, и последнее, это у нас щечки. Щечки у нас будут где? Ну вот, допустим, здесь. Угу. Вот. Проходимся. Раз. Два. Выходим примерно на одинаковом раз, два расстоянии. Раз, два, вот здесь. Да? Нет. Не здесь. Чуть-чуть ближе. Так. Раз. И вниз. И тоже не затягиваем, просто аккуратненько завязываем узелочек. Вот такая мордашка у нас получилась. Значит, теперь мы провязали тело 5 рядов по 24 столбика без накида. Теперь вяжем тело, еще тело 20 рядов по 24 столбика без накида. То есть всего тела у нас получается 25 рядов по 24 столбика без накида. И смотрите. Набивайте тело буквально чуть-чуть, тут, наверное, сантиметра 2,5-3. Остальное все тело пустое. То есть от головы примерно вот 3 сантиметра. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Где-то 9, 8, 9 рядочков. И не плотно. Все, а остальное тело будет у нас пустое. Так что вяжем, довязываем наши 20 рядов по 24 столбика без накида. И встретимся с вами, уже будем вязать хвостик, заканчивать.
Итак, смотрите, довязала я еще 20 рядов по 24 столбика без накида. Набила немножко здесь возле шеи, да. Смотрите, теперь я складываю пополам. И у меня ряд закончился. Вот. Последний. Мне нужно довязать еще раз, два, три петельки, чтобы вязание было ровно вот, 2 половиночки. Дальше вяжем хвостик. Первый ряд хвостика у нас убавка. 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка. 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй ряд. Убавка. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третий ряд. Убавка. 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше четвертый ряд. Убавка. Убавка. 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Убавка. 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дальше пятый ряд. Убавка. 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Убавка. 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше шестой ряд. Убавка. 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Убавка. 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4,
5. 7 ряд, убавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 8 ряд, 1 убавка, 3 столбика без накида. Убавка. 1, 2, 3 столбика без накида. Снова убавка. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И последний ряд 4 убавки. 1, 2, 3. 4. Обрезаем ниточку, подтягиваем. Берем иголочку. И тут затягивать особо ничего не нужно. Все получается затянуто. Просто аккуратненько завязываем узелочек и прячем его внутрь. Все, тело нашей улиточки готово. Теперь будем вязать панцирь. Значит, я вам покажу, как я начну, а потом вы довяжете его сами. Смотрите, начинаем. Будем мы вязать его обычной резинкой 1 на 1, самой простой, соединительными столбиками за задние стенки. Вот, кстати, что у меня осталось от 13 грамм. Не хватит на вот эту вот обвязочку. Я возьму другой клубочек. То есть, скорее всего, этого не хватит. Здесь, может, я не знаю, нисколько не осталось. То есть еще пару грамм, получается, грамм 15, наверное, будет на улиточку, на само тело. Так, панцирь. Панцирь мы будем вязать обычной резинкой 1 на 1, самой простой, соединительными столбиками за заднюю стенку. Значит, что мы делаем? Набираем 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Делаем одну петлю подъема. И начинаем вязать в обратную сторону за заднюю стеночку соединительными столбиками. Не затягиваем сильно, это резинка. 18 вяжем до конца ряда. Первые пару рядов будет неудобно. Просто соединительными столбиками за задние стеночки. Вяжем. Это первый ряд у нас идет. Точнее, второй. Первый ряд у нас цепочка из 18 петелек. В конце ряда делаем петлю подъема, разворот в конце каждого ряда. Так, это второй ряд мы провязали 18 соединительных столбиков, получается, вяжем третий ряд, тоже 18. 1,
2. За задние стеночки. Вот косичка наша. И мы вяжем только за задние стеночки. Первые несколько рядов будет неудобно. Восемнадцать. Провязали третий ряд, 18 соединительных столбиков. Делаем петлю подъема, разворачиваемся. Будем сейчас вязать четвертый ряд с первой петельки. И в каждом четном ряду, то есть 4, 6, 8, 10, 12, 14 и так далее, мы будем делать по одной прибавке, чередуя. То есть сейчас в четвертом ряду мы сделаем прибавку в начале ряда, одну, а в шестом ряду мы сделаем прибавку в конце ряда. Прибавку мы делаем, как обычную прибавку, за обе стеночки. Делаем прибавку, это у нас четвертый ряд, прибавка и 17 соединительных столбиков за заднюю стенку до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Смотрите, последняя петелька, она всегда вот она прячется. 17. Провязали, делаем петлю подъема, разворачиваем. Нечетный ряд у нас будет, получается, уже 19 соединительных столбиков. С первой петли, начиная, да, вяжем 19 соединительных столбиков в обратную сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И последняя у нас снова прячется. 19. Делаем петлю подъема. Дальше у нас шестой ряд. Четный, значит, мы делаем прибавку. Но в этом ряду мы прибавку делаем не в начале ряда, а в конце. Потому что в предыдущем четном ряду мы сделали в начале ряда. Вяжем 18 соединительных столбиков. Так, не в ту. Не вижу под камерой. Так, потерялась. Восемнадцать соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И вот последняя петелька. Вот она у нас прячется, вот задняя стеночка. Да? А нам надо за обе стеночки сделать прибавку. Делаем прибавку. Опять петля подъема, разворот, и в 7 ряду у нас уже просто 20 соединительных столбиков. Смотрите, вот я вам записала схему. Можете нажать на стоп. Всего у нас получается 51 ряд, и в каждом четном ряду мы делаем по одной прибавке, чередуя. В одном ряду в начале ряда прибавка, в другом ряду в конце ряда. Опять начало, конец, начало, конец. Всегда делаем петлю подъема и разворот. У нас получается вот такой панцирь. Мы потом его складываем пополам. Да? Прошиваем здесь кому чем угодно. Крючком, иголкой, соединительными, столбиками без накида. Просто сшиваем. Этот шов, он виден не будет, он будет у нас внутри. Значит, сшиваем по краю. Здесь у нас остается не сшито. Мы потом складываем вот так пополам и прошиваем уже, зашиваем вот это вот отверстие, которое у нас остается в конце. Оставляем длинную ниточку. Запуталась чуть-чуть. Так, давайте еще вот пару секунд. Пускай будет, да? То есть мы начинаем с 18 воздушных петель и заканчиваем, у нас должно получиться 40 в итоге. 40 соединительных столбиков. Все вяжем за заднюю стенку, а прибавки делаем за обе. Так, можете нажать на стоп, переписать себе, а мы продолжим. Вот у нас получается готовый панцирь. Сейчас я, где мой крючок, вытащу вот эту ниточку на лицевую сторону. Так. Который мы будем пришивать. Так, там снова что-то завязалось на узелок. Я думаю, этой длины хватит. Так, и, соответственно, сам панцирь мы тоже выворачиваем на лицевую сторону, аккуратненько, потихонечку, помогаем себе чем-нибудь. Я палочкой для суши. Так, вот такой у нас панцирь получился. Сейчас мы его набьем. Здесь, естественно, к концу пусто. Потом потихонечку набиваем, не сильно. Да, распределяем. И уже к концу должно быть набито плотно. Должно быть набито плотненько. Сейчас мы чуть-чуть сошьем, а потом набиваем. То есть у нас вот улиточка наша, да. Нам нужно сейчас со стороны, где шовчик, вот так вот аккуратненько ниточками перехватить все это дело. То есть мы скручиваем и постепенно
фиксируем, да, ниточкой. То есть у нас получается, я просто не знаю, как вам это на камеру показать. Пришиваете где-то вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, чтобы у вас оставалось где-то 10 вот таких лицевых рядочков, да. Вот. Потом мы ставим вот так нашу улиточку, пришиваем панцирь. Вот эту часть, она, видите, такая немножко наискосок, ее можно будет немножко подвернуть, чтобы пришить поровнее. Да? Давайте сейчас. Где наша иголочка? Сейчас я нитку вставлю в иголочку. Так, смотрите, вставила я нитку в иголку. Значит, чуть-чуть прокручиваем и фиксируем. Фиксируем. Когда дети дома, снимать, конечно. Дальше зафиксировали, протягиваем чуть-чуть сюда подальше ниточку с иголочкой, снова прокручиваем, снова фиксируем. Можете несколько раз, можете по одному разу. Снова чуть-чуть вперед выводим иголочку, снова прокручиваем. Тут уже пошел наполнитель. Снова фиксируем. Фиксируем со стороны, где шовчик. И еще один раз можно. Еще один раз опускаем ниточку, прокручиваем и фиксируем. Можно эту 2 раза. Выйти где-нибудь в серединке и завязать узелок. Его даже можно не прятать, можете спрятать. Так. Обрезаем. Дальше берем снова ту же ниточку. Сейчас будем пришивать вот эту часть, и ее потом надо будет получше наполнить. Ставим нашу улиточку вот так. Приставляем к ней панцирь. Все, отпускаем улиточку. Шовчик должен быть внутри, со стороны хвостика. Берем иголочку с ниточкой. Вот сейчас под камеру это будет делать неудобно. Я ввожу снизу, потом мы там завяжем узелочек и зафиксируем. И пришиваем по кругу вот так.
потихонечку к улиточке, захватывая, естественно, только верхнюю вот эту часть, чтобы снизу у нас ничего не было. По кругу, потихонечку. Пришиваем. Пришиваем. Так. Проворачиваем вот так панцирь и смотрим. То есть вот эта часть, вот эта складочка, она нам не нужна. Значит, мы вот эту часть, во-первых, мы чуть-чуть донаполним сам панцирь. Да, выше наполняем. Это резинка, он растянется, он чуть-чуть побольше станет. Вот. Вот этот краешек мы будем, получается, подворачивать. Вот. И будем прошивать. Сейчас здесь прошьем и перейдем. Пришивать будем тут, а потом голову. Все, продолжаем перешивать, держим. Рукой. Не знаю, видно вам или нет. Надеюсь, что видно. Просто под камеру это делать не очень просто. Естественно, вот здесь в углублении мы уходим от края, чтобы не было видно, да, ниточки нашей. Туда поглубже пришиваем. Так. Сложновато, но это того стоит. Так, продолжаем пришивать. Так, все, разваливается вокруг все. Прижимаем, затягиваем хорошо, смотрим, чтобы вот с этой стороны не захватили. Здесь все хорошенечко прижимаем, чтобы не было дырочки. Так. Что мне телефон прям в лоб упирается. Так. Переходим на хвостик.
пришиваем. Опять углубляемся там внутри. Цепляем тело. Здесь в соединении снова за одну сторону, потом за другую. Подтягиваем это все дело. Затягиваем, чтобы не было видно ниточек. Так. Ну все, нам тут осталось только краешек пришить. По краешку. Упс. Сейчас у меня иголочка слезла. Так, тело. Хорошенечко затягиваем, чтобы не были видны ниточки. Буквально последние стежки. Все, пришили. Выходим сюда же, куда входили. Вот. Здесь обрезаем, завязываем на узелок. Завязали, обрезаем покороче и прячем. И прячем. Не хочет прятаться. Все, спрятала. Тут лишнее сейчас обрежу еще раз чуть-чуть. Все. Так, теперь берем ниточку в цвет тела. Сейчас. Так, взяли, но тут уже проще. Тоже входим где-нибудь. Складываем вот так вот голову. И тоже потихонечку фиксируем нашу шею к панцирю. Раз. Два. Упс, чтобы ниточка не убежала. Поднимаемся чуть выше. Снова фиксируем. Раз. Два. Поднимаемся чуть выше. Снова фиксируем. Раз. Два. И смотрим еще разочек. Чуть-чуть выше поднимаемся. Так, как у нас сюда. Значит, сюда. Последнее можно несколько раз пройтись. Смотрим, чтобы посерединке у меня чуть убежало. Значит, вторым стежком я это
подправлю. Все. Выходим потихонечку, спускаемся вниз, туда, где мы входили. Все, здесь тоже хорошенечко подтягиваем. Вот. И завязываем узелок и прячем на несколько узелочков. Обрезаем. Все, спрятали. Все, нам осталось сделать юбочку и рожки. Сейчас мы это сделаем. Я только взвешу вот этот второй моточек, который, чтобы знать, сколько еще на юбочку надо. 13 ушло на само тело грамм. Сейчас я взвешу. Так, 9 грамм у меня в моточке. Значит, переворачиваем улиточку. Ну и смотрим. Столбиками без накида обвязываем. Где там цепляется. Фиксируем. Тут уже на глаз. Фиксируем и пошли столбики без накида. Раз. По кругу. Вводим крючок, куда вот вводится столбики без накида. Все те же действия вы делаете с плюшевой пряжей, если вы вяжете из плюшевой пряжи. Все то же самое. Глазки вставляете, панцирь пришиваете, все одинаково. Тут получается у нас немножко скруглится. Там хоть видно, что я делаю. Столбиками без накида. Обвязываем. По кругу. Так. Так, смотрим, где мы тут повыше начинали. Где начали, в том же месте и заканчивайте. Ну, с другой стороны, чтобы симметрично было. Так. И еще один. Сделали, обвязали. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваемся. И теперь в каждый столбик без накида, который
провязали, вяжете по 3 полустолбика с накидом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. В одну петлю по 3 полустолбика с накидом. Раз, два, три. И так по кругу до конца ряда. Самостоятельно, думаю, вы сможете это сделать. Так, вот я обвязала. Делаю соединительный столбик, вытягиваю ниточку. Дальше вот эти 2 ниточки, та, с которой мы начинали, и та, которую мы закончили, выводим их в одно отверстие. Короче, завязываем на узелок. И прячем. Все, нам осталось связать только рожки. Вот один у меня связан. Берем ниточку, оставляем кончик подлиннее. Набираем 10 воздушных петелек, цепочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во вторую петельку от крючка провязываем в одну петлю 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И по цепочке вниз 8 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, соединительный столбик обрезаем, затягиваем. И давайте, ну тут уже сами смотрите, я вот так вот над бровками примерно делаю, значит, изнанкой к себе поворачиваю усик, ввожу в одну, выхожу в другую, снова ввожу крючок, с которой вывела ниточку в дырочку, и рядышком через ряд, через 2 вывожу вторую. Синтепоном захватила. Все, завязываю на узелок. И прячу. Точно так же делаю со вторым усиком. Ну, вот и готовы наши улиточки. Надеюсь, вам все было понятно. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на них отвечу. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам и легких вам петелек. Пока!